Anne. O senin evladının babası. Evet, babası. Ama benim kocam değil. 1 yıldır biz burada yaşıyoruz. Vasiyet yerine getirdin mi? Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Давайте посмотрим, что произойдет в новой серии. О чем пойдет речь в противостоянии Барана и Джихана? Изменится ли что-нибудь, если Баран женится на брате своей жены, Джихане, согласно его завещанию? Что скажет Баран, когда Алия признается, что ее сердце теперь принадлежит Джихану, а не Барану? Что сделает Баран, когда его жена поймет, что Алия и Джихан влюблены друг в друга? Что сделает Джихан, когда Садакат будет давить на Алию, чтобы она вернулась к Барану? Увидит ли отец Денис Барана? Что скажет Садакат, когда Экмель скажет Садакату, что забрала бы ее, если бы знала, что беременна Бараном? Как Джихан ответит на вопрос Барана: «Ты тоже любишь Алью»? Разведется ли Баран с Альей и позволит ли ей снова выйти замуж за Джихана? Как они теперь будут жить вместе в одном особняке? Все это и многое другое в этом видео. Але следует развестись с Бараном и снова выйти замуж за Джихана, забрав Денис с собой и начав новый дом вместе, потому что если вы считаете, что ей было бы абсурдно жить в одном доме с бывшим и новым мужем, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь давайте перейдем к нашему анализу. Приятного просмотра! После хаоса в особняке Баран просыпается, и в жизни каждого открываются необратимые двери. Хотя Баран, кажется, ничего не помнит, он чувствует инстинктивную связь при виде Альи, и эта связь начинает расти, как ураган, внутри Джихана и Альи. По мере того, как Баран начинает постепенно восстанавливать память, его первое столкновение произойдет с Джиханом. Джихан попытается спокойно объяснить Барану всю ситуацию и скажет, что женился на Алье по ее завещанию. Баран будет потрясен, услышав эту правду, и между ним и Джиханом начнется глубокий расчет. В этой конфронтации Баран вспомнит, что доверил Алью Джихану, когда сам чуть не погиб, и поймет, насколько тяжелым стало это бремя для Джихана. Однако, когда Баран осознает, что сердце Альи принадлежит не ему, а Джихану, в нем вспыхнет новая ярость. Джихан не станет скрывать своих чувств к Алье, и когда Баран спросит: «Ты тоже любишь Алью?» Звездочка, он, не склонив головы и не затаив дыхание, ответит: «Я люблю Алью, я не могу остановить это сердце». Атмосфера накалится, и эта фраза пронзит душу Барана, словно нож. Алия не умолкнет, сказав: «Мое сердце теперь принадлежит Джихану», она годами несла это бремя одна, и эта фраза глубоко ранит Барана. Когда Баран поймет, что Алия потеряла его сердце, он смирится со своей гордостью и скажет: «Я никого не буду заставлять быть рядом со мной. Если счастье принадлежит Джихану, я останусь в стороне», и примет решение о расставании. Однако это решение не означает, что все разрешится мгновенно. Баран обдумает, стоит ли менять условия завещания, и начнет бракоразводный процесс с Алей. После завершения развода появится возможность официального брака Алии и Джихана, что восстановит баланс сил в особняке. Садакат категорически откажется от этого и будет давить на Алью, требуя, чтобы Баран вернулся к жене. Садакат попытается загнать Алью в угол, обременяя ее совестью: «Баран тебя не забудет, ты не можешь бросить свою жену». Это давление разозлит Джихана, и он выступит против Садаката, чтобы защитить Алью. Джихан заявит: «Никто не может причинить вред Алье, все будут уважать ее решение, и в доме начнется новая война». Хотя Денис боится увидеть отца посреди этой бури, Джихан и Аля будут рядом с ним, и встреча Денис и Барана вызовет мощный эмоциональный всплеск. Денис посмотрит в глаза отца и вспомнит о нем, а сердце Барана разорвется, когда он увидит сына, неспособного сдержать слезы. Эта сцена также эмоционально повлияет на Джихана, напомнив ему о необходимости быть твердым ради Дениса. Тем временем слова Экмел, сказанные Садакат: «Если бы я знала, что ты беременна, я бы тебя взяла», вновь откроют двери в прошлое.
Услышав эти слова, Садакат не скроет гнева: «Я годами одна растила ребенка, а ты украл мою жизнь, и враждебность между ними усилится». Экмел, терзаемая сожалением, не сможет взять свои слова обратно, и последствия будут еще более серьезными. После выздоровления Баран попытается решить, как им жить в особняке, и все будут стараться держаться друг за друга под одной крышей. Установить этот новый порядок будет непросто. Баран согласится развестись с Алией и не станет препятствовать любви Алии и Джихана. Однако мысль о том, что все сидят за одним столом в одном особняке и дышат одним воздухом, вызовет в них бурю. Денис будет любить и отца, и Джихана одновременно, и обе стороны будут бороться за нее. По мере того, как Джихан и Аля стремятся к браку, будут возникать препятствия, но этот союз будет крепнуть. Баран будет защищать эту семью со стороны и, как настоящий мужчина, отступит. Со временем все залечат свои раны и решат держаться друг за друга, а не разрушать особняк. Теперь каждый встретится со своей судьбой. Любовь и расцветет посреди войны. Баран и Джихан будут жить под одной крышей не как братья, а как два человека, прошедшие через одну и ту же боль. Аля больше не будет прятаться и не откажется от своего сердца. Никто не может встать на пути любви, ни обид, ни ненависти, ни прошлого. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.